Всем привет! У нас буквально таки вчера вышла новая игрушка по черепашкам ниндзя. Это прям классический битэмап, который мы запомнили с детства. Ну, примерно графика что-то вроде Sega Genesis, Super Nintendo и так далее. В общем, чё, поехали? Давай немножко звука навалим. Ну вот. Классика где-то рядом. Да, примерно, ну вот так вот, да? Я думаю, пойдет. Режим истории. Continue game. Да, хорошо. Окей. Chill, окей. Nary. Я не знаю. Давай. Окей. Будем проходить на режиме окей. Почему бы нет? Среднячок. Комбо. Нет, давай мы это дело пропустим. Но битэмап тут я не думаю, что тут что-то интересно сложное будет. Так. Выбираем свою черепуху. Леонардо. Донателло. Сплинтер. Можно за Сплинтера половать. А за Эйприл? Вот, и за Эйприл есть. Короче, Сплинтер самый сильный. И Рафаэль. Давай, наверное, возьмем баланс. Все, по-моему, выбирали в детстве Леонардо. Кто не взял Леонардо, тот лох и потом херачит за кого-нибудь типа Рафаэля. Ну, в принципе, Донателло вроде ничего. Ладно, давай мы возьмем Леонардо. Погнали. Надо что-то еще нажать? Окей. Игра, кстати, сразу же подхватила геймпад от Xbox. Прям все чин-чинарем. И чё? Я думал, какой-нибудь мне мегамульт покажет. Ладно, скипываем. Так. Jailbreaking News. Канал 6. Студия 6 канала, да? Шредер тут. По-моему, подобная локация была где-то на Super Nintendo, если я не ошибаюсь. А мы еще и тут, да? Мы их можем выбирать. Ну окей. Видимо, одну черепаху просрал, короче, давай заново. Ну, других там выбираешь. Плану фут не прорваться. А количество жизни у меня где интересно? Ну все, я нашел. Интуитивно понятно. Перевод в игре не требуется. Шикардосненько, что? Играется прям отлично. Вау. Ну это, кстати, прикольно. Я помню, что у него был супер удар. Когда я проходил когда-то в бородатых годах черепах, он просто крутился вокруг себя. Ну, что-то подобное. Это у нас Вибоп или Рокстеди, я что-то не помню, кто из них кто. Все, дальше пошли. Тут наверняка будут всякие боссы. Я вот не знаю, насколько протяженности игра будет. Мне вот прям любопытно, насколько она длинная. Супер атака. Хорошо, подожди. А предметы можно разбивать какие-то? Что-то я как-то вот... Даже на Денде можно было их разбивать. Супер атака. И что? Я просто взял и израсходовал. Я думал, конкретно этих ребят надо убить супер атаками. Ай-яй-яй. Так, а дэшиками что-нибудь можем? Крутить? Понятно. Бесит, когда в битэмапах тебя зажимает между двух врагов. Это, по-моему, единственное, как ты можешь урон получить. Освободили какого-то начальника борзого. Вот как мы уходить будем. А то так. Все. Что там, какие-то комбо я сделал. Челлендж какой-то выполнил. Не вопрос. Туру-ту-ту-ту-ту-ту.
где-то должна быть пицца. Они же всегда пиццей у нас пополняли здоровье. Блин, а там чуваки с ложками нападают. Это что? Гордон Рэмзи? Суператака. Да нет, давай, наверное, оставим. Хотя... Может быть, есть варианты там, где суператака у нас пополняет здоровье. Вот пицца, наконец-то. Здорово, Серега. Крылья и пиво подготовил под ностальгию. Ну, это хорошо. Это просто замечательно, что это. То, что ты подготовился. Во-во-во. Мы сейчас будем за спину заходить и наваливать. Ты всегда за какую черепаху ломал? Ты же наверняка играл в черепашек. Как так-то? Какую черепаху выбирал? На эту пачку просто завалил сразу же. Ну, довольно-таки несложно отлетает. Так, давай зайдем за спину, да. За лево играл. Я бывало Донателло еще выбирал. Но тут можно, в принципе, за каждого, по-моему. Опции, моп-лист. Ага. Ну ладно. Тут же наверняка, если проиграешь, можно, ну, за другую продолжать черепаху. Только я не знаю, если ты всех протрешь, то все, типа, начало игры. Ой, заново. Вопрос интересный вопрос. Экстра хп point что-то added. Вот, теперь предметы можно разбивать. Так он мне в пиздак сунул черепаший. Интересно, они всей толпой будут потом в конце игры дрючить и пилонил? Йоу! Чуваки в геймбой играли. Я их добил. Ништяк. Не, ну вот мое почтение играется просто на ура. Прям вот явно не Battletoads, знаешь, который выходил тут пару лет назад. Вообще мусорка галимая. Главное, на Йоко Хоторренте прям шикарно все это. Качается, работает. Так, Рокстеди, да? Бибоп, это Бибоп. Я их путаю постоянно. Я ему уже половину здоровья снял. О, тихо, пока он в окурках напинываем его. Супер удара чуть-чуть. Нормально. Слушай, ну пока что даже, по-моему, они и здоровье, ой, это как он, и сложность-то сильно не задирали. Вот, к примеру, тех же самых Battletoads взять, но там вообще очень странная сложность для битэмапа. Все, и второй фазы даже не будет. Кавабанга, ёб твою мать. Кавабанга. Однозначно. Черепаш, себе жопа. Здорово, здорово, Паш. Что надо? А, продолжить, ёб мать. Вот, а это Рокстеди. Они еще там Крэнка башку натащат. Ну не Крэнка, а в котором Крэнк сидел здоровый такой чувак. Та-та-та-та-та. Черепаш себе сила, мать его. Вот, блин, вот в нее надо вообще толпой играть. Она будет вот просто вот с копыт. Вот просто шикардосненько. Оу. Ага. У нас тут карта, короче, оказывается. В первой части, в самой первой,
Тебя в битве что-то... что-то бьет по микрофону. Это я геймпадом постукиваю в такт ударом черепашки. Мы в первой части, в самой первой, еще кто помнит, на NES, которая выходила, ну, Дэнди, мать его. Мы там катались по карте и выбирали левелы. Давай, эпизод 2. Ну, типа, можно, короче говоря, проходить там и все такое, перепроходить. Специальный рисквест какой-то. Ништяк. Все, я геймпад поближе к себе придвинул. Вот, а тут будет у нас Rocksteady, короче говоря. Муха стопудово будет вот этот в этом, ну, как он? Доктор Муха, короче, блин, да, я не помню, как его зовут. Всех позабывал нахрен. Так, ребятушки. Аккуратненько себя ведем. Кто-нибудь да обязательно тебе присунет в кавабангу твою. Блин, а тут народу прилетело. Кучненько замесил. А чё мне пицца? Это, короче, черепашная сила. Я теперь как Марио, который мигает и, короче, никто его не может ударить. Шикардос. Не, ну разрабы что-то и свое привнесли, я скажу. Я, конечно, не спец по черепашьим играм, но, по-моему, там ничего подобного не было. Все, варим. Да. Надо вовремя увернуться и все. К чему я разбил этот такого? Прям люком пиздак черепаший. О май гад. Черепашская сила. Яна, черепашка на ниндзяна. Ща возьму палку и дам Шредеру пиздына. Кстати, этот как он? Я какой-то коллекционный предметик подобрал. А зачем конусы расширивать? Чтобы что? Может, ими кидаться как-то можно? Нет, прыжок. Я суперудар использовал. О, там у нас тусуется клан Фуд в этих мешочках. Они музыку в том же стиле оставили и дополнили. Да, тут еще на заставке, причем лобает музыка оригинального мультсериала черепашек. Но только немножко они на гитарке драйва подкрутили, прям слушается тоже шикардос. О, желтенькие появились, кстати. Потом будут там чуваки, которые звездочками швыряются. Я спас кого-то. Спасибо. О, вот эти вот, кстати, бесявые чуваки. Ими управлял, я помню, то, что этот, вот как раз муха, доктор вот этот. В уровне с ним будет много таких. Бля, прям под удар влетел. Ну ничего, сейчас пиццу сожрем. Будет ништяк. Черепашья сила. Доктор Стокман его звали, да? Я не помню уже. Может быть. Меня на гугле забанили просто. Надо было подготовиться к вечеру, так сказать. Проштудировать название всех боссов. Ну, сорянчик, я записывал гирзу. Кстати. А чё бы мне здесь не... все равно они тебя задевают, да? Они так и будут, да, по ходу кататься? Вот уроды, а. На-ка. Вот и все. И до свидули. Но потом сложнее будет их убивать, кстати. Не помню, чтобы клан Фуд когда-то катался у нас на этих, как его, на мотоциклах. Это скорее взято у Бэтмена. Бэтмен Returns и так далее. О,
А вот это вот полет, по-моему, такой, ну, когда ты противников кидаешь в экран. По-моему, это было на Супер Нинтендо. Не угадали его чуваки. Оп. О, надо с прыжком их мочить. Я вспомнил. Но вот удары просто, ну, как раньше. Все как раньше. Очень бережно разрабы отнеслись прям к ретро ребятам, которые любят подобные вещи. Уважительно. Кстати, нет. Я думаю, был вариант подобрать этот, как он, разбить багажник. Так, давай мы сейчас сначала тут все зачистим. Все, и главное выше не уйти, а то я без писы останусь. Черепашья жопа. А что-то бесконечность какая-то. Что это значит? А, пойдет. Кстати, ты довольно-таки быстро набиваешь удары. Супер удары. Много врагов. Вот, и у тебя почти... Что происходит? А, ты можешь бесконечно делать супер удар, и тебе как бы это не тратит много... Вообще энергии никакой не тратит. В течение 10 секунд ты можешь урубить их. Ай. Никто, кстати, не в курсе. Игорян онлайн, здорово. Бессмертие. Типа того. Это супер удар. Никто, кстати, не в курсе, сколько она в Стиме стоит. Я думаю, в принципе, цена у нее не должна быть очень большая, но денег она своих заслуживает. Это Бибу Про, кстати, какие-то лайтовые ребята. Пока что. Может быть, мы с ними потом еще будем встречаться. Ненавижу, кстати, рефайты в играх. Давай вот так. Блин, не вовремя. Чувствую, мы сейчас еще увидим, как тут чекпоинты работают. А? Прилетело. 2 жизни у меня, кстати, я только сейчас заметил. А почему я по-прежнему 2 жизни? Странно. Вот и все как-то. Запинал его. Делаем ставки. Получится ли у меня за сегодняшний стрим дойти до Шреддера? А то будет нихуя никого банга. Так, специальный реквест разблокирован. Окей. Давай посмотрим, что это такое. Коллекционные предметы, что-то такое. Ясно. Пошли дальше по левелам бродить. А это мутант. Бродвей какой-то. Ну давай. Угу. Я помню, что уровни почти Dark Souls, ну да. Я помню, что уровни были, да, вот на скейтах. Только ты по воде гонял. Какой-то хип-хопчик лобает у нас. Даже нет, не хип-хоп, это скорее какой-то типа драма какого-то. Не, ну прикольно, прикольно. Пока вот никаких противоречивых чувств и негатива игра абсолютно не вызывает. Так, давай как-нибудь дэшить будем. Я же думаю, я как буду как в Battletoads сбивать эту херню. В Индии они, по-моему, на серфинге катались. Хотя, может быть, какая смотря часть, я, по-моему, даже не все части видел. Так, это печалька.
Меня сбили. Я ушел, нормально. Вот, надо, по-моему, как-то этих, может быть, жучков мочить. Я не знаю. Какие-то бэтмобили. Хе-хе. Нет, это нечестно. Я тоже хочу мотоцикл. Он даже стойку меняет, смотря в какую сторону. Ай-яй-яй, палишь. Блин, а как-то можно от этих жуков уйти? Че, их лупить надо? Может, с прыжка их рубить надо? Я не знаю. Это босс? Вряд ли. У него жизни нет. Бля, я урон получаю. Давай, черепашья сила. И погнали. По идее, там, где приземлилась взрывчатка, уже там явно она не приземлится. Так, бля, ну... Что-то надо с этими жуками делать. О, я одного сбил. Их с прыжка надо лупить. Наконец-то, блядь, доперло. Мне надо Нобеля дать, походу, за проницательность. Мужик, ты ключ-то положи. Обихода механики местные. Бля, от подачи прям лечу. Что-то пока наваливают, короче, от души мне. О, пиццу, бля, я просрал пиццу, твою мать. Она уехала. Ну и чё? Надо как-то достать их. На Денде у меня среди друзей было одного картриджа без бага со шредером. Если кто помнит, часто попадались забагованные, где шредер... Ну да, даже Пашка Киноман об этом говорил. А мы просто до этого шредера не доходили, так что я не могу тебе сказать, какой у нас у друзей встречался картридж. Кстати, багованный шредер в какой? Во второй части? Или в третьей? Я вот даже не помню, какая у меня была часть на Денде. По-моему, начиналась она на пляже, кажется. И там помню, что босс был волчара какой-то позорный. Да, не знаю, каким он по счету там был. Вот я в нее, короче, залипал, а потом я во что-то другое начал. А я начал играть в Zen Intergalactic Ninja, такую штуку. Я черепашек подзабросил. Мне не получалось там, по-моему, дальше 5-го, что ли, уровня пройти. О, теперь жуков вырубаем. Ну, музыка явно не с Денди, но все равно забавно. Ритмичненько так, рубишь всякую дичь. Бля, мне жизни не осталось. Так, ну-ка давай так вот. Вот рассосались. Ах, улетела. У меня одна жизнь осталась. А что ты не прыгаешь? О, полетели. Слушай, а он какие-то еще там приемы мутит. Что за концентрация ниндзя? Вовремя они мне пиццу подкинули. Тоже номер не помнишь? Я вот первую часть вообще не очень она мне зашла. Там, где вот как раз там вначале вид сверху, а потом... Ну, она самая сложная, по-моему, казалась нам. Ну, типа менее графонистая, мы в нее мало лобали. Так, давай-ка мы подразмотаем чуть-чуть. Вот так вот. Блин, вот вообще не подойти почему-то. Я не знаю, насколько у меня хп хватит. Надо тащить. Давай, черепашки, всякие черепашьи силы надо применять. Вот, еще какие-то удары там. Ладно, это я потом тренироваться, наверное, буду. Давай, последний у меня остался. Хана. Гамовер. Печалька. Ретри. Прям эпизод целиком, да, заново проходить. Ну ладно,
Я хотя бы на мухах сейчас особо влетать не буду. Сколько жизни у меня? 3. По-прежнему. Жалко, за мух ничего не дает. Типа сухарик какой-нибудь. Пиццерийный. Я какой-то челлендж завалил, кстати. Когда тут в коопе, кстати, можно друг с другом жизнями делиться. Прикольно. Я особо трейлеры даже не смотрел. Я вот увидел буквально там минуты 2-3. О, я его держал, оказывается. Я минуты 2-3 геймплея увидел, я понял то, что, бля, надо в это сыграть. Вообще тут кооп очень отлично продумал. Только у меня почему-то в этой версии нету игры за кейси. Хотя они обещали то, что кейси будет. Может быть потом в дополнение он как-то выйдет. А может быть по прохождению надо будет его открывать. Пока только Эйприл и как у вас, Сплинтер. Если, по-моему, много кто хотел попробовать хотя бы за Сплинтера поломать. Особенно там, знаешь, какие-нибудь пиздоболы дворовые, которые прикалывали такую фишку, то что когда всех черепашек пройдешь, то тебе Сплинтер открывается за игрового персонажа. Подходишь к этому, даешь пятюню. Ништяк, ништяк. Кстати, далеко не во всех битэмапах, по-моему, так можно делать. По крайней мере, Sega Dendy таким не могла хвалиться. Бля, у меня опять жизни нет нихуя. Тут прям экшен. Ты постоянно херачишь по кнопкам. Вообще без остановки. Ну давайте, что это? Ну. Бля, и меня заодно. Ай, пицца. Вот теперь я успел. Turtle Power, мать твою. А? Хорош. Так, вот этих давай так мы раскидаем. Мелочи приятно. На потерь не ориентироваться, чтобы ему коктейли напихивать. Правда, к боссу что-то пока не очень понятно, как подойти нормально. Он какой-то дикий. Постоянно тебе наваливает. Может быть, они взяли там Биво Байрокстеди, короче говоря, для прикурки тебе легкими сделали, а потом ты будешь страдать просто. Не исключено. Так, давай, пока их много. Вот так. Что вот это он делает, интересно, таким движением? О, пиццура. Я опять просрал пиццу. Да. Покажи свой старческий скилл, бро. Спасибо, Серега, за поддержку. Я постараюсь. Я максимально постараюсь. Ну, в принципе, 2 жизни у меня есть. Я по-любому его пройду, как бы. Это там у меня ни хрена уже не было. Так что я просто его на мужика завалю. Вот просто можно не двигаться и лупить по этой падле. Давай.
Здесь он там не начнет какие-нибудь еще выкрутасы делать. Она? Давай еще 2 жизни. Одна. Кстати. Где? Давай. Ну чисто я на мужика сейчас его захерачу. Че? New Movie. Ну новая какая-то киношка разблокировалась. Хорошо. Черепашья сила. Ну и Кавабанга, соответственно. Кавабанга полное очко. Ваши ставки. Сколько у нас будет уровней здесь представлено? Пока 3. Я думаю, не меньше 10, это точно. Ага. Ну как-то вжух. Быстро по городу двигаемся. Как-то отодвинуться бы, посмотреть общий план. Насколько город большой. Давай, 4 левел. Central Park. Ну, короче, зоопарк. Это у нас какой-то ящер там будет и носорог. Буйвол, хуйный. Главное дефлик не забывать. Что можно отхватить по черепашьей жопе. На хер ты угадал, чувак. Удар фресгона есть. Прямо ништяк. Можно тут эти какого неинтересные и красивые, по крайней мере, комбинации, знаешь, делать. Для прикола. Разнообразие. Что он таким образом делает, я не понимаю. Когда он 2 мяча скрещает. А на Дэнди Шреддера надо запинать к краю крыши, потом он падает вниз, и из руки падает 2 игральные карты. И потом игра плюс, которая просто ускоряет скорость движения. Это в какой части-то? Это Шреддер, какие-то карты. Первый раз слышу. Не, ну я, конечно, не отрицаю то, что такое возможно. Хули нет, бля. А хули нет, бля. Хули нет, бля. А хули нет, бля. Хули нет. Мочи этих фетишистов ног. Трусанюха. Мочи трусанюха. Спасибо, Север, за поддержку. Зато особо разрабом париться не надо было, клан-фут рисовать. Так я, наверное, могу свалиться так же, как и на Дэнди. Мы падали вот в этот открытые люки, да? Слушай, это случайно не отсылка на Battletoads, а? Ну что-то такое, как бы. Легко такое, напоминающееся. В игре, где Шреддер непроходимый был, 2 или 3. Угу. Я вот что-то не могу припомнить, проходил ли я вообще хоть что-то на Дэнди, какую-то часть черепах. Вот не припомню, хоть убей. В коопе пивасом божественная игра. Я с тобой полностью согласен. Она в коопе вообще по-другому раскроется. Она на одного-то вжала, она играется кайфово просто. О, кстати, зеленых не было, клана Фута был. Зеленых не было. Я одного там выковырил из толпы. Она в одного-то играется хорошо. Плавненько, приятненько, все работает и так далее. Но если толпой тут играть, знаешь, там... Ну, просто, я не знаю, там... Вообще, если... Там, по-моему, кооп до 6 человек у нас тут поддерживается, если я не ошибаюсь. Почему? Ты прикинь, сколько врагов будет, во-первых, на экране.
То есть 4 черепахи, шредер какого-нибудь, Кейси взять. Ну, девок я бы не стал брать. О, бизоны пошли. Чем-то мне сейчас этот, как его, напомнил, это Lion King, когда он там укрывался. Бах. О, опять эти. Идиоты. Так, а зеленые у нас появляются и тут же исчезают, да? Они конкретно на меня не нападают прям. Тихо. Я помню, что на Денде вот эти товарищи встанили тебя током, и пока ты колбасишься, тебя другие могли бить, по-моему. Так, по-моему, как-то так было. Я вот помню, на Денде Бэтменов проходил до конца. А вот что-то черепах я вот не помню, чтобы до конца проходил. Скорее всего, я проходил их на эмуляторе уже после, а вот именно на Денде, по-моему, нет. А, тихо, Валя, май. Надо было ныкаться, кто же знал. Наверх надо было уходить. Какой-то жучок, ну. Что за жук? Ну, куча коллекционочек всяких, знаешь. Во-во-во. Они хватают тебя и немного станет. Ништяк. Я какой-то опять челлендж завалил. Не знаю, игра там мне какие-то эти испытания приготовила, но я, по-моему, это... Я, по-моему, на них особого внимания не обращаю. О, кстати, вот эти вот металлические... О-о-о-о! Вот эти вот металлические желтые появились, и теперь еще синие. Точнее, синие были, появились теперь желтого цвета. Пиццуру вовремя подсовывают, тоже ничего так, дурешка. Пиццы хватает ровно от одного участка игры до другого. Ну, чтоб ты знаешь, там без напряга ходил все. Просто сиди, кайфуй, лупи по кнопкам. Скачал эмулятор Сеги на телефон, играю, кайфую. А ты играешь на геймпаде через телефон? Просто я вот когда пытался играть какие-то более такие, знаешь... Бля, в меня обезьяны швыряются. Когда я пытался играть на геймпаде, ну, точнее, на эмуляторе, на телефоне, ну, или на планшете, не суть, я кнопок не чувствую, потому что экран сенсорный. Иногда не всегда, ну, когда в каких-то точных моментах у тебя нужно прожимать какой-нибудь там, у тебя не получается адекватно нажать на кнопку не вовремя, там еще скользит, ты кнопок не чувствуешь, короче, очень неудобно. Поэтому я себе купил, короче, на этом, на Алиэкспрессе еще очень давно заказывал, по-моему, рублей за 300, геймпадик чуть, ну, где-то размером с 1,5 спичечных коробка. Это я заказал себе чисто для Денди. Вот Денди проходить на телефоне с этим геймпадом, угарная тема. И он заряд держит очень долго, там что-то часов на 10-15 его хватает. А он сделан как брелок, просто крохотный совсем. Вот. А так вообще предпочитаю просто взять полноценный геймпад для андроида, подключить его к планшету и мутить что-нибудь на эмуляторе. У меня есть там эмуляторы Сеги, Денди, там же есть уже как бы этот целый там чуть ли, знаешь, эмулятор, который поддерживает все консоли там до второго PS-ки. Геймпад вернулся, сейчас так, пока норм. Ну, я говорю, то, что без геймпада неудобно на сенсоре играть, вообще не то. Вот. Так что, есть эмуляторы просто на андроидах. Хотя сейчас, по-моему, если я не ошибаюсь, уже более-менее адекватный запулили эмулятор второй плойки. И если это будет хорошо все поддерживаться и работать, то... По-моему, это будет просто шикардос. Берешь себе планшет на андроиде, спокойненько себе запускаешь первую, вторую плойку, и можно не париться. Геймпад в руки и погнал, у тебя, считай, все консоли до какого, получается, до 6-го поколения у тебя в одном, скажем так, кармане, типа того. За пазухой, короче говоря. Я вот предпочитаю на планшете играть, а не на телефоне, потому что тупо экран побольше. А так, ну, если планшета нету, то и телефон сойдет, чё ж нет-то.
Особенно, знаешь, когда просто, ну, на работе особо времени нет, знаешь, там расчехлиться, планшет достать, там, я не знаю, сырные какие-нибудь закуски, одеть тапочки и все такое, но принять, так сказать, удобную для тебя позу. Вот, поэтому телефон достал, быстренько во что-то полобал, хлоп, убрал, пошел дальше работать. Самое то. В этом плане Android просто шикарен. Давай. А что ж такое? А как мне тогда от них уходить? О, башка этого чувака, который кренка таскает. Ретро вообще муль был, но он не видит русские версии игр, а тогда там все в одном. У меня как-то по-другому эмулятор называется, я не скажу. Тайсон, здорово, здорово, как ваше ничего? У меня другой эмулятор, я точно не скажу тебе сейчас название, типа... Нет, GameSpy, по-моему, GameSpy. Или Spy, что-то такое. Даже есть платные эмуляторы, которые именно за определенную там, что-то там рублей 50, по-моему, я его покупал. Он типа а-ля лицушный, короче. Он поддерживает все эти, короче, ретро-консоли и сохранение там туда-сюда можно юзать, если надо очень. Вот, ну правда он бабок стоит. Но я, короче говоря, уже потом в последующем пользовался на андроиде в основном эмуляторами бесплатными. Ну, смысл платить небольшую сумму, но тем не менее, короче говоря, я стараюсь все эмуляторы, короче говоря, качать, чтобы игры тоже поддерживали на русском языке полностью. Почему бы нет? Не покайфовать какого-нибудь черного плаща на русском языке, это вообще самое-самое то. У меня огонь сам как. Сам отлично, просто замечательно. Вот сижу, кайфую, черепашек драконю. Игра просто шикарная, всем советую. Особенно на толпу, просто шикардос будет. Я вот за Леонардо решил, но мне что-то уже немножко охота из-за Сплинтера полобать. Я думаю, он тоже крутой. Давай, какой-то босс, короче, вот у нас Минотавр выскочил. Кстати, по-моему, Минотавр был как раз во второй или в третьей части тоже каким-то боссом, но он один из последних был, по-моему. Давай, поехали. Их двое. Какой-то крот, я не знаю, крот-мутант. Гронгхаунд, Чак, что-то так такое там. Теперь по два босса. Такая атака, кстати, у Рокстеди была. Может, карта пока мудохать? Минус жиза. Да ничего. Я уже им половину снял. Я пока тут расчехлюсь, они кончатся просто, да и все. У этого атака новая появилась. Не, ну явно тут. Здорово, Арисака. Крот-чудан. Крот-копатель. Копатель онлайн. Так жаль то, что в России нельзя ее купить в Стиме. Прям на толпу. Че, опять у меня жизни кончились? А че так быстро? Бля, вот так, наверное, гандон мне сносится. Ага. Я упал в отверстие. Тихо. Я снова туда провалился. А что ж такое, блядь, сраный крот, а? Давай, надо сначала этого петушара эту добить. Потом крота. Так, минус буйвол. Все, и крот отъехал. Пошли нахуй. Пидорас. Пидорасина. Бык как-то не останавливался особо. Ну ничего, крот больше всех мешает. Он копает под тебя. Пацан. Они копают под нас. А мы еще этого чувака с пердомоноклем на башке будем собирать по частям, что ли? Burns офис какой-то.
Не знаю, какие-то штуки тут открываются, но конкретно нас же уровни интересуют. Да? А, это чувак, который крысами, да, по-моему, с Северсон, Нью-Йорк. Да, чувак, который крысами управляет. Слушай, да тут получается сюжет, да, какой-то прям есть. У нас же, по-моему, на Денде-то сюжетов особо не было, да, каких-то? А тут прям повествование идет истории, то, что башка там туда-сюда покатилась, оказалась где-то в метро. О, розовые. Новые. Свежак, свежее мясо подъехало. Вот еще какой-то ударчик. А его не часто, да, можно использовать? Я хотел его еще раз. Я не стал просто обучение проходить, теперь пытаюсь что-то там это. И удары посмотреть. А, я из-за метро не вижу, что там происходит. А меня внизу, да, мудохали все это время. Спасибо. Исура. Так, давай сначала почистим тут все. Вот эти труцанюхи сейчас это обратно у меня все хп заберут. Давай ближе. А эти, кстати, ребята пожирнее. Фиолетовый первого раза отъезжает, а вот эти теперь с двух. Фиолетовые стали чем-то вооружаться в основном. Так, тихо-тихо, валим. Вот явно же это у нас какой-то предмет для подъема. Может быть, как-то швыряться этим можно? Ударил. И все, и он исчез. Такая музычка из фильмов где-то 80 какого-нибудь года, ну, ближе к 90-м, наверное. Может быть, только начало 90-х. О, а в автомате пиццура лежит. Давайте мне этих товарищей побольше. Я прям хочу оторваться. Наверное, под конец будет вообще лютый какой-нибудь. Блин, ну серьезно, у меня целая пицца сейчас пропадет. Очень жаль. А, она тебя не восстанавливает. Во-во-во-во, давай сюда всех. За грудки его схватил. У меня крысы утащили башку. Главное дефать как-то успевать под замахом его. И нормально. Он не попадает тогда. Вниз? Ну да. Бля, какой жирный. Они всегда цыплят каких-то напоминали. Как-то какие-то разгоны. Тут главное просто долбить, короче, по разным кнопкам, и всякие угарные штуки получаются. Как ты с топором не хочешь мне помочь? Блин, ну, наверное, эти лягушки какие-то отсылки все-таки. Отсылки на что-то. Тут летаем. Ага, все, я понял. Я понял. Отлично, то, что я туда упал. Потому было немножко больно. А, у меня грызет. А большой почему-то стоял, не нападал. Да отвали ты, чувак.
На Денде, кстати, уровень вот в этом канализации мне сложный казался, вот именно из-за вот этих вот грызунов. Я постоянно там просирал. Но помню, как-то его прошел. Было сложно. Вот опять жука собрал. Такую дичь ходит, собирает, но и карманов, кстати, у черепашек нету. Он, значит, складирует где-то в панцире. Давненько пиццы не было. А вот он. Бля, она не взорвалась, спасибо на том. Четвертую персону нет, не играл. Я тут от нехер делать, что-то не спалось мне явно перед утренней сменой, как это обычно бывает. Знаешь, там я бывает перед утренней сменой сплю минут по 15, по 40, знаешь. Вот, ладно, не суть. Короче говоря, решил посмотреть пятую персону. Сейчас же анонс у них тут недавно вышел. 3-я, 4-я, 5-я часть должна выйти на ПК. Народ, наверное, просто там, я не знаю, улетел в стратосферу просто на аплодисментах, я не знаю. А вот, это типа культовая всякая штука. Вот, и решил посмотреть пятую персону, потому что она считается мега топовой, короче говоря. Вот, и что-то как-то, я не знаю, я смотрел и уснул, короче говоря. Вот, я не знаю, насколько она клевая. Но хотелось бы, наверное, поиграть. Но она длинная. Что-то там, я так полагаю, то, что надо рассчитывать порядка часов на 300-400. Но говорят, типа, сюжет того стоит просто. Там народ чуть ли не рыдает, знаешь, в 3 горла, короче. Просто когда там заканчиваются финальные титры, как бы. Вот. Ну, я не знаю, я подумаю насчет персоны. Пока вот я только в созерцательной стадии. Когда придет стадия принятия, я, наверное, ее полобаю. Вот этот чувак, который крысами управляет. Они, в общем, сюда всех персонажей собрали стопудово, мне кажется. Red King. Король крыс. Я так полагаю, мне основную сложность должны доставить эти крысы, да? Ой, они по диагонали бегут, и так, и сяк. А вот этих жирных надо мочить, да? Вот, он поактивнее стал хотя бы. А то что-то думал как-то лайтовенько совсем я его, это, напихиваю ему. Давай вот так. Я прочитаю сообщение. Ай-яй-яй-яй. У меня к нему что-то почему-то мне к нему не подойти. Он прям бежит на тебя. Тогда делаем вот так. Так мы Шредера, да, мочили? А как мы его мочили? Прыжок и ногой, и все. Из всех дел. Во-во-во, он попал тут немножко. Та-та-та-та-та-та. Это активный мужик какой-то. Не дает подойти к себе. Ладно, минус жизнь. Хорошо, то что пока что хорошо. То, что тебе дают 3 жизни на левел. Но нету чекпоинта, походу. Наверняка тут есть смена черепах, знаешь, чтобы как проституток, а можно всех посмотреть? Все, до свидания, улетел. Надо посмотреть, интересно, там Лабриц или Аегис есть? А кто такие Лабрицы? Это, наверное, персонажи с персоны, да, 4-й? Не знаю, посмотри просто, этот, как его, набери типа трейлер, ПК, персоны, 3 части, там туда-сюда. Там, наверное, все, что нужно, для тебя расскажут.
Причем, если я не ошибаюсь, какая-то третья, по-моему, четвертая часть персоны, они вообще, по-моему, перевода на русский не имели. Но я видел то, что на пятой части персоны есть перевод на четвертой плойке. А, это по кольцевой, да, короче? Да, все верно. Meltdown. Робот с секирой. А я не в курсе вообще. Я вот персону начало пятой части посмотрел и вырубился. То есть там особо-то даже ничего и не началось такого. Так что я вообще ничего по этому поводу сказать тебе не могу. Причем в другую аниме-игру я даже не видел. И из аниме, по-моему, я только Наруто смотрел. Ну, как-то, я не знаю, не доводилось, что ли. Ладно, поехали. Еще один левел. И давай, наверное, на перекур, да? Crystal Palace Mail. Вот они тащат башку. Okay, fellas, keep your eyes open. И снова у тебя 3 жизни. Да ёпта мать. Так, не забывать дэшить надо. Вот и все. Увороты юзаем. Будет ништяк. Потом же, наверное, ближе к делу. К шредеровскому. Игра, наверное, вообще же ошибок не будет прощать. Бля, чуваки просто по столовке гуляли с подносами, а я просто как мудак взял у них поднос вышиб и поесть не дал. Я бы вот обиделся тоже, если бы там идешь на работе по столовой, несешь поднос с едой, подходит тебе черепаха и бьет тебя. Я бы негодовал. Так что я себя неловко чувствую. Так, ну это явно я его не победил. Ну давай так. Если бы у меня не было суперудара, я бы, наверное, всосал сейчас. Что-то этот мужик, он... Блядь, еще один. Ну на. Половина ударов по нему не прошло. Очень печально. А как мне он? А, надо просто подождать, пока он будет за голову держаться. Буйную свою. Я понял, как их валить. Да, куда я лезу? Я тороплюсь, походу, да? Черепашки спасут тебя, говорит. О, кто последний? Свободная касса. О, и этот, и кассиры повылетали. Поиграл в Blast Blue Cross Tag Battle и скажу, что это не такой сложный файтинг, как KOF. Не знаю, что за KOF. Там боссы, особенно 96, 98, 99 годов, пипец. Я не знаю, что это за игра, чувак. Это хотя бы скажи примерно год выхода и платформу, чтобы я приблизительно представлял, насколько там все круто. Мне вот, в принципе, особо без разницы, какого года игры лобать. Единственное, что не очень интересует Commodore 64, Atari. Такие вот года, то есть начало прям 80-х. Вот эти игры что-то как-то, ну, просто не очень интересно. Блять, вот чуть-чуть
Экран чуть-чуть сдвинулся, и я не могу пиццу взять. Идике. А следующее будет не скоро. Чуваки, вор, он телек украл. Вор должен сидеть в тюрьме. Ай, блядь, и прямо в меня. Пытаюсь пиздюривать. Весь левел. То есть я это какой-то нашел. VHS что-то там про лягушек. Pound... Funk Frog. Или Pound Frog. А, Punk Frogs. Что за Punk Frogs? Я такого мульта, по крайней мере, не помню. Игры VR вряд ли выходили. Это кого-нибудь там я могу зацепить хотя бы? О, -1. Да, и только ты приземляешься, сразу все в тебя летит. Так, давайте вот так. Это тут чвякать, хуякать, сейчас будем 10 тысяч лет. А? Мне бы пицца не помешала. Вот серьезно. Что-то это рестартом левела, по-моему, попахивает. Я до хрена жизни всучил на вот этом чуваке, который на роботе там на тебя падает. А? Отправил его к праотцам. King of Fighters, платформа Neo Geo. Ах ты, сука, ты рваная. Ну ладно, я запомнил тебя. Ну, Neo Geo, если я не... Я, кстати, в Neo Geo вообще, по-моему, ни в одну игру не ломал. Вот, и пицца как раз валяется. Вот уроды, а. А можно ему напихивать, пока он... Вот просто подходить к нему, блядь, и бить. Тороплюсь опять. Neo Geo, это же, по-моему, если я не ошибаюсь, у нас... Кстати, тут нельзя, пицца валяется. По-моему, если не ошибаюсь, Neo Geo, это у нас 16-битная же вроде консолька-то. Если будешь играть со Steam, то King of Fighters 13, King of Fighters 98 Ultimate, King of Fighters 2002 Ultimate. Я подумаю над твоим предложением. Я вообще, в принципе, не знаком за King of Fighters. Я посмотрю сегодня после стрима, что это такое. Интересно, скажи мне. Вот от 1 до 10. Насколько это интересная игра? Гандон, прям на меня. Немного не вовремя я взял, ну ладно. Вполне нормально. О, вот чуваки стоят, лобают. Чуваки стоят в аркадные автоматы, лупятся, а я подошел им мешаю. Ну вот опять они мне составляют некомфортно себя чувствовать. Да, они злодеи, но они же играют. Зачем мешать? О. Я просто к нему подошел, нажал на удар. И иногда черепаха делает, ну, самостоятельно какие-то финты. Так, а почему-то все автоматы можно было разбить, а эти нет. Шредер? Ну вот, это не Шредер. Темпестра. А вот такой бабы точно не было на демдеке. И кто? Вот какая-то игровая телка, короче.
Чувак рыгнул на меня облаком. Им надо аккуратней. О, прилетело ей чуть-чуть. В ее женский организм. Перегнуваю. Действует примерно не так же. Он станет это облако. Дамочка, не хотите ли немножко пизды? А давай вот так. Чуть-чуть всем достанется и нормально. Ты можешь вполне, в принципе, суперудара набрать, пока ты лупишь вот этих вот друзей ее. И потом все. Ну, нормально, в принципе, уже более-менее, как бы, Looks like another victory for the voice of чувствуется прям вот чуть-чуть посложнее. Вот на маленькую ступенечку игра стала посложнее. Так, ну что, давайте, наверное, перекур, да, 3 минутки. А то это, кавабанга так не работает. Вообще не работает, надо немножко передохнуть. А то пальчики-то устают. Кавабанговский. Черепашьи пальцы устали. Ладно, давай, сейчас 3 минуты, я подойду сейчас. Погнали. Черепашья сила с нами. Заколобангим тут всех. О, собрался чуть-чуть. Товарищ. another missing robot? Он там качает. What a shocker. Мне тоже нравится. Пошли на 7-й. Два босса будет. Что-то по крыше какие-то... рептилии, которые бегут по крышам. Это так левел называется.
Интересно, прообраз в Mortal Kombat рептилии был этот примерно из клана Food. Они меня сняли тут. Вы что, ребят? И никто не попал. Заодно и одного замудохал. Ну-ка, может быть, что-то в ящичке. Тебе лично игра понравилась? Я гляну. Что за King of Fighters? Название знакомое. Один чувак упал. И теперь и я упал. Замечательно. Двойной прыжок. Так. О, кстати, такая фишка была на Дэнди. Я еще жизнь заработал. Блин, у меня здоровья нет ни хрена. А вот и писсура. Берем. Естественно, берем. Что он там? А, я думал, он прям под пизделя упадет. Просто безбожных замудохал. Ну, фиолетовый самый лайтовый. Окружает. Так, я пока супер удар не буду брать. Надо что-то сломать. Наверное, надо мудохать эту штуку, пока она не сломается просто. А, с нее что-то выпало. Какая-то еда, походу. И лифт продолжает двигаться. Show must go on, как говорится. Вот этот момент точно Супер Нинтендо, я помню. Turtles in Time. Если быть точным. Не пригодилось. А вот можно сразу с бонусом, да, забежать? О, новые, белые. Так, а давайте вот так вот. Рубят они прям рубят с плеча. Надо дождаться, пока он свой меч воткнет, и давать ему его футовской жопке. Ну да. Чуваки прыгнули на свою смерть просто. Чувак упал на конус, потом вернулся обратно и получил пизделя, обратно упал. Все, давай сюда. Оп. Право, лево. Ну давай туда. Инструмента. Спасибо за donation. Thank you for donation. Как-то так. Спасибо, Серега, за сеть-ковер. Давненько не было рукавов. Я уже забыл, что они существуют. Санкции, сейчас сказать. Оп, иди-ка сюда. Они там прям вдвоем, да? Кучно сдохли. И ничего. А вот это? Она... Ну, под тени она вот тут. По тени она там висела. Так, ребят. Аккуратненько себя ведем. Давай, 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 пока лежат. Джангл, мать твою. Я хотя бы зеленку одну замудохаю.
-1. Слушай, я превратился, по-моему, с копьями чуваков мудохать. Мне кажется, будет босс, да? Да, это босс. С полным хп и 4 жизни. Bebop и Rocksteady. Best of Pals, Warzone, что-то там. Фрифайты. Такую подачу пропустил. Давайте вот так. Бам-бам-бам. Я просто качественный замес им сделал. Они друг друга подорвали. О! Сейчас у нас ребята сдохнут, не опомнившись просто. Давайте следующих. Причем полоска суперудара как-то набирается. Сначала синяя, а потом зеленая. Я не знаю. Уловки они, короче, бошку, да, присоединили. Мы сейчас опять будем, короче, кататься на каких-то серфах или еще что-то. Давай, 8 левел. Поехали. Манхэттен Skyline. Panic in the Sky. Ну, паника в небе. По-моему, у них скейт может вообще везде летать. Мам! Но не поймать никого. Какой-то рок такой, знаешь, годов тоже 90-х. Что-то типа, ну, блин, не Бон Джови, наверное. Ну, такое, близкое к тому. Я еще какой-то челлендж там провалил 508 раз. Они слабее, да, предыдущих, потому что они, наверное, друг друга там как-то мешали в основном. По очереди они как-то более опаснее были. Не, ну музыка отлично. В тему. Тихо. Чуть-чуть задел. Панцирем задел чуть-чуть. Ну, все, давайте, кто кого. Пиццура вовремя. Ни одна не попала. Ништяк. А его теперь попала. Вот сейчас чем-то очень похоже на Battletoads. Вот что они не могли Battletoads просто взять и такими же сделать? Ну вот серьезно. Что мешало? Вот что мешало? Мне бы пицца не мешала. О, босяцкий подгон. Ну, я имею в виду, что вот пару лет назад у нас же выходил Battletoads, но она не же вообще убогая рисовка, просто какая-то дичь вообще. Это, блин, просто отвратительная игра была. Вот вообще невозможно играть.
сложность просто какая-то очень странная. То ты играешь в какую-то мобильную игру, то ты прыгаешь на каких-то там этих. Но это вообще не битэмап далеко. Все же помнят Battletoads и Double Dragon. Первая часть Battletoads. Когда это был просто типичный битэмап. Причем очень классно сделанный и все такое. Жалко, что мультики по Battletoads не прожились дальше одного сезона. Черепашки в этом плане более коммерчески успешные были. Я говорю, Streets of Rage перезапуск тоже в стиле огонь. И лягухи я даже смотреть не стал. Я попытался поиграть в лягушек, но это просто, мусорка какая-то. Особенно, когда ты доходишь там, ладно, я еще плюс-минус понял. Кстати, в Golden Axe 3 играл. Да, играл. Играл, но не дошел до конца. Был у меня такой карик на Сеге. Streets of Rage, кстати. Вот только у меня он Streets of Rage, а у меня на Сеге он назывался Barknacle. Вторая, третья часть у меня была. Третью я, по-моему, полностью проходил. В третьей части, да, по-моему, у нас за кенгуру можно было лобать. Вот мне она зашла, прикольная игруха. Streets of Rage 4 хотелось бы полобать, тоже как-то вот надо будет. И Double Dragon Neon тоже бы я полобал. Golden Axe, да. Она считается одной из лучших игр на Сеге. Лягухи, вот я дошел до того момента, там где надо какие-то крутилки на корабле просто крутить его определенный такт, время там и так далее. Там просто черт ногу сломит, и я не знаю, зачем вообще такие игры делать. На финальном боссе еле как его прошел теткой. Я вот и постоянно, по-моему, Streets of Rage я выбирал вроде всегда мужика, по-моему, который дед такой, полуробот. Кенгуру брал. За белобрысого чела тоже что-то как-то играл. Streets of Rage крутая. В первую, по-моему, я так и не увидел. Только потом на эмуляторе. Но вот у меня была вторая, третья часть. Брал у кого-то поиграть. И чё? Босс. Давай мы босса начнем с пиздюлей. Вот так. Просто вот уже с одной подачи я у нее 4-тушечку снял. Давай еще, надо, да? О, и всем досталось по чуть-чуть. Я его на мужика даже, в принципе, сделаю. Вообще не вопрос. Активности много. Какой-то этот Bullet Hell начинается. Ничего не вижу. Я там где-то за экраном валяюсь. Надо же и бота помудохать, да, все-таки? Эй! Ну-ка. Кто быстрее сдохнет? У меня одна жизнь. Или он? Он сдох первее. Вот на петушечке я его затусил. На одном ударе я его сделал. Пошел нах. 5 минут уровень проходится. Кавабунга. Соответственно. Так, это был, по-моему, 7-й, да, левел? Я думаю, тут порядка 20 уровней. То есть она, не на 50 же уровней игра, правильно? Вот 9-й есть. Плюс-минус мы карту, конечно, все это дело обогнем. Крокодил, я помню этого крокодила, кстати. Он каким-то боссом был тоже в одной из частей черепах. Красные теперь появились вместо зеленых, да? А нет, они не уходят. У меня по-прежнему 4 жизни.
Кстати, я помню, что в детстве я не так уж и часто... Что за подъебочки? В детстве я помню, что я не так уж и часто играл в битэмапы. Ну, короче говоря, скажем так, не висел на них. Типа вечерок другой позалипать могу. Но не так, чтобы, знаешь, фанатично в одно и то же лобать. Как-то помню, Battle Double Dragon проходил. Третий, кажется. Battletoads первых не проходил. Double Dragon тоже только вот с эмуляторами появления получилось пройти. Хардкорные игры довольно. Так, это надо обходить. Их надо мудрить. Back at you, creep. В третьем золотом топоре, ну, Golden Axe, самый топовый это мужик с клеймором. Из-за того, что удары дальние. Кстати, кто играл в Comic Zone? О, чувак, у меня был картридж Comic Zone. Я помню, это был у нас один из самых дорогих в городе картриджей. А он что-то там стоил 210 рублей. То есть у нас самые топовые игры стоили 210 рублей, потом чуть-чуть похуже стоили там где-то, по-моему, 180. Короче, самые дешевые стоили 90 рублей за картридж. Вот. Типа там Дракула какой-нибудь, Attack Saab какой-нибудь, такая вот, короче. Ну, то есть такие вообще не очень игры. Низшего ранга, короче. А вот что-то вроде Rock'n'Roll Racing там и так далее, Comic Zone, вот они стоили всегда 210 рублей. Вот. У меня был картридж Comic Zone, была книжка с кодами. Картриджи, в принципе, старался такие более-менее угарные покупать. Даже копил просто на них бабки, как бы, ну, чтобы на говно не тратиться, короче говоря. Типа Рэмбо 3, блин. Вот. Я вот прям покупал, старался что-нибудь крутое брать, короче, типа там Road Rush 3, там такие вещи. Баугермен, там, и так далее. Вот, я, короче, прошел этот Comic Zone, но на самом деле это коротенько. Сложная довольно-таки. Вот, и причем сейчас я ее, ну, спустя там где-то сколько лет, 20, по-моему, получается, да? Я ее попытался пройти на эмуляторе, просто вот, без всяких приколов, типа сохранения и так далее, у меня не получилось, я проигрывал. Где-то в середине тупо у тебя хп заканчивается и все. А в детстве мы как-то умудрялись ее проходить, а то и даже не по одному разу. Она проходится минут за 40, по-моему, или за 30, что-то такое. Крутая игра, и рисовка была классная. Плюс еще нелинейность сюжета, это просто вообще с копыт. Ну, финальный босс такое, конечно, себе. Плюс еще секретики были прикольные, там мангуста, когда выпускаешь, там тебе ту бомбу найдет, то еще что-нибудь угарное. А, это классная была игра. У нас, когда ты заебали вы с этой штукой, у нас вообще много кто во дворе рубился в этот, как его, Mortal Kombat Ultimate. Но мне она не особо заходила. Не знаю почему. Игра-то на самом деле очень крутая. До сих пор даже очень крутая. Вот. Но мне больше нравилось что-то играть там, что-то вроде Дюны, допустим. Дюна это, ну, тут нехер говорить, это Дюна. The Battle for Arrakis. Ну, это я знаю. Это классика. Another World у меня тоже был один из любимых кариков. Сложная до одури игра, но тем не менее. С книжкой кодов, короче, я когда только книжкой обзавелся, картридж у меня уже этот был. И мы с моим корешем просто взяли и по прохождению просто прошли этот Another World. Она же с MC-DOS еще играет. MS-DOS, MC-DOS. Ну, не суть. Короче, вы меня поняли.
И мы прошли, короче, ее от корки до корки. Она тоже на самом деле не сложная. Если знать, что делать, то ты ну, ее можешь пройти, по-моему, тоже минут за 50. Но когда тебя просто убивает там первый же червячок, как только ты вылезаешь из бассейна этого, то это вообще труба. Она была какая-то ебически сложная для нас. Но там были пароли, мы их аккуратненько записывали в тетрадочку для паролей. Cannon Fodder залипали, тоже отличная игрушка. Продаж бывало погоняли. Zero Tolerance, о да. Она была очень крутая. По-моему, у тебя, Серега, была, если я не ошибаюсь, Bloodshot, по-моему, называлась. Тоже что-то вроде Zero Tolerance. Тоже так же сделано. Только немножко изменена. Понятно, я улетел. Заболтался и не дошел этих вот ребят черных. Zero Tolerance, мы, по-моему, там уже сколько уровней? 50, по-моему. Или что-то такое. И мы прям, я помню, что доходили где-то до уровня, ну, максимум 20-го, по-моему. И уже там прикуривали просто. Ну, у тебя тупо и чуваки заканчиваются. А с оружием вроде особо проблем не было. Но попадают в тебя регулярненько, особенно когда какой замес жесткий. Типа древнего Дума, Bloodshot, все верно. Я помню, тебя брал этот карик тогда. Помню, у меня игруха была Theme Park. Когда там парк надо аттракционов было свой строить. А она на Happy English, ничего не понятно. Вот. Словарик был, но там просто быстрая строка, она, ну, бегущая строка, она очень быстро летела и непонятно было, что делать. Ну, как бы со словариком не посидишь, короче, а там как раз в этой бегущей строке говорили, что делать надо. Ну, типа там, у вас дорого стоят бургеры, типа, поменяйте цену, вот такая херня. Вот, и мы максимум там, как попало, аттракцион какой-нибудь, знаешь, строили, и потом продавали этот парк. А что дальше творить, хрен его знает. А там же экономический симулятор полномразмерный. Баллон. И что надо? Что надо сделать? Надо накачать как? Надо лопнуть. Да. А зачем? Ну ладно, полопаем, пацану. У меня был прикольный кадриш, я сейчас вспомнил. Назывался Scouting Staring Poltergeist. Там, где ты призраком лобаешь, и нужно было залезать в разные предметы и пугать людей, ну, жильцов, чтобы они убегали из дома. У меня же еще была Sega и дисковая приблуда к ней, там уже мозг офигевал от 3D. Да, у тебя там, как там, 32X, да, у тебя получается было? Или у тебя была Sega Saturn? Так, вот я увидел дощечку, которая меня вероломно пытается по башке треснуть. А вот этот чувак оттуда не отходит прям, да? Чё, пес красный, иди сюда. Охренеть. Причем я эту игру узнал, что она вообще существует. По книжке. У меня еще раз напоминаю, что была книжка кодов, и, короче говоря, там босс сейчас будет. Была книжка кодов же, и я просто от нихер делать, листал ее, знаешь, как журнальчик, короче говоря. И смотрел, что же можно поиграть, читал описание игр, короче говоря, и выбирал потом, чтобы можно было по названию уже в магазине выбрать.
Ну, естественно, выбор далеко отличался от того, что есть у нас в книгах. Sega CD. А там, наверное, один диск тоже, как сбитый Боинг, стоил. Книги тоже была. Вот. И, короче говоря, выбирал, что же полобать. И вот этот Counting Staring Powder Guy, короче. Ну, полтергейст, короче говоря, будем называть его. Условно. Вот это вот полтергейст, короче говоря, я ее по книжке нашел, почитал описание. О, бля, прикольно, надо полобать. Вот. Еще мне нравилась игра, этот, как его... Зомби съели моих соседей. Правда, она была до жути просто сложная. Я не знаю, там проходишь на лайте, я не знаю, этот как его, ну буквально там уровней 7, наверное. Ну, может 15 от силы, записывая коды. А там-то забава в том, то, что записывать код мало. Дело в том, то, что у тебя, если ты заново начинаешь игру, как бы вводишь пароль, то у тебя нету такого количества оружия, если бы ты его набирал от 1 до 15 левела. Так что, по сути, это пароли были бесполезны. Вот, ты, не знаю, там на 20 уровне где-нибудь очутишься с помощью книги кодов. Ну, а толку-то от этого? У тебя все равно по минимуму оружия ты ничего сделать не можешь. Типа того, а уровни-то все сложнее и сложнее. Я тут как-то, кстати, залип и посмотрел прохождение, спидран по Zombie 8 My Neighbors. Бля, я кайфанул, короче, чуваки. Еще я лобал True Lie по фильму со Шварценеггером. Да, это крутая была игруха, особенно разные виды. Ну, там то сверху, по-моему... там все время она была сверху вид. Угу. Про привидение тоже играл. Еще мне вспомнилось этот Demolition Man. Ну, то есть разрушитель, короче говоря, со Сталлоне. Там Уэсли Снайпс и все такое. Тоже с разных видов игра была. То сверху, как True Lie, то была сбоку. Довольно-таки классно нарисована еще была. Да-да. Флэшбэк тоже отличная игра. Что-то вроде Another World. Сколько охрененных игр было на Sega Mega, мать его, Drive. Это просто с копыт. Да-да. Вот так вот посидеть, вспоминать, во что мы классно играли. Разрушитель огонь. Да-да-да. У меня у этого знакомого была, я брал как-то ненадолго полобать, но он, типа, знаешь, такой был чел, то что я тебе дам игру, но мы с тобой, во-первых, поменяемся, но ты мне мой картридж принесешь через сутки, короче. Вот я тебе игру даю на день. Мне надолго мама не разрешает. Вот такая фигня. Еще помню, мы с челом одним, ну, корешем, засели в Монополию. Мы почему-то нашли Монополию на русском языке. Первый раз я видел игру на русском языке на Сеге. И мы в Монополию эту залипали несколько дней просто с утра до вечера. Еще Вектор был шарикообразным челом. Ну да, Вектормен. Вектормен, там 2 части было. Я играл только во вторую. Тоже прикольная, но особо не зашла. Дом Трупер была жирная стрелялка. Но она была клево нарисована. Но она мне показалась очень сложная. Долго я в нее лобать не смог. Ну, в смысле, я ее попробовал первый раз, второй раз. Я дохну просто и дохну на каком-то там 2-м, что ли, уровне. И все, ну, типа, блядь, ну... Карик я это точно не... У меня, ну, не покупал такой картридж. Но брал поиграть, короче говоря. Она мне понравилась, она красивая, классно сделанная, но очень тяжелая показалась. Не знаю почему. Давай, босс, проходить. Кава, мать его, банга. Сейчас люки будут открываться, да, периодически. Leatherhead. Вообще ничего не прошел на Сеге, тупо гаммал. NBA и Mortal Kombat были основой. Не, я спортивные как бы симуляторы вообще нет. Не знаю, не заходили они как. У нас пару ребят играло во дворе в НХЛ. Типа НХЛ 97, что-то такое. Ну. О, пицца, жрем. Хорош.
Странно, первый раз при боссе пиццу дали. Ну это, бля, босяцкий подгон. А в люке я не проваливаюсь, кстати. Я помню, еще у меня игра была Echo the Dolphin. Я его что-то поиграл, но непонятно было, что делать. Забросил. Была джем, хрен знает почему, но гамма. А, так это какое? Случайно не по мультику, как же он? Космический джем. По-моему, такая игра тоже была на Сеге. Ну и все, и босс отлетает. Looks like another victory for the forces of good. Черепашья сила! Я представляю даже, как они крик этот Кавабанга толпой записывали. Ржали, наверное, как кони. Не, ну пока все боссы проходятся, все ништяк. Каждый левел какая-то штука вот дополнительная открывается. Я не знаю, что это такое. Я просто посмотрел. Дельфин меня в депрессию гонял. Нет, там не по мульту, просто 2 на 2. И все? Что такое? Это какие-то прототипы черепашек или что? Ты типа должен собрать 8 жуков, чтобы открыть вот этих лягушек. Я не знаю, как это работает. Пойдем по левелам, короче. Ну, это тоже какая-то черепаха, по-моему. Силикон Элли. Не то чтобы Echo the Dolphin, короче, Echo Дельфин. Не то чтобы он меня как бы вгонял прям в этот, такого, в депрессию. Он такая, она как бы, знаешь, атмосферная, как бы игрушка. Но ты чем-то занимаешься, непонятно чем. Вот, допустим, берешь Робокоп против Терминатора, ты, блядь, понимаешь, что там творить. А тут что-то плаваешь, тудым-сюдым, а что делать? Ты же на этом какого? Хэппи-инглишем-то не особо. А что творить, хрен его знает. Что-то надо включать, куда-то там эхолотом своим херачишь. Лягухи позже откроются, либо после покупки ремастера лягух. Не, мне кажется, как игровые персонажи они вряд ли откроются. Хотя чем черт не шутит, да? Я не знаю, короче. Вообще разрабам не один ли хрен вообще как бы было делать? Ну, они же могут вполне, да, как бы лягушек каких-нибудь поставить, но игра-то про черепах. Просто зачем? Так и нахуя, короче говоря. Ай, не попал. Гоу. Червяк Джим был крутой игруха, но этот сюрреализм в уровнях вызывал у меня диссонанс, поэтому не любил. А у меня был картридж второй части Червяка Джима. Первую я только видел, как у меня сосед проходит. Вот. Первой части почему-то было не найти в магазинах. Вторая была, на вторую я бабок сэкономил, я купил. Не знаю, прикольная она, как бы, просто потому, что у нее был крутой графон, как бы, на тот момент, естественно. Вот. Я думаю, вполне, ну, я вот не помню, прошел, да, я, по-моему, прошел вторую часть. Я имею в виду тогда. Тут же я в этом году проходил обе части ремастеров. Жалко, что потом Червяка вообще забросили. У них там что-то было, какие-то поползновения. Ремастер по Червяку сделать тоже вот в этом стиле прям. Ну это безумие, в принципе.
trying to steal my story. Сейчас, наверное, этого никто не поймет, просто этого прикола. Игра же, ну, точнее, ну и игра, и мульт, он же был вообще, по сути, ну, как бы двинутым на всю башку. Сейчас, наверное, просто, ну, как бы этот юмор и будет, ну, не канать. Типа, знаешь, что там шутки, которые были очень крутые в 90-х, сейчас уже, ну, типа, не канон. Просто даже если взять и включить какой-нибудь, знаешь, КВН там, хотя бы 2000-х годов начала, ну или 90-х, к примеру, 98-го где-нибудь года. Но он же не просто не вкатит вообще. Поностальгировать можно, но прямо очень весело не будет. Но некоторым, я считаю, играм ремастеры нужны прям. Прямо вот они кричат тебе просто: делай ремастер. А они не делают. Gotta get off this ride. Либо делают на хуйту. Gotta get off this ride. Слушай, а эти чуваки сильно меня кидают. У меня аж минус несколько хп улетает. Пышечку. Ах ты, сучка. Надо жирного сначала завалить. Иногда делают, вот сейчас моду взяли, делают ремастеры, знаешь, на которых вообще просто, в принципе, ну, вот люди не просят, а они лепят. Сейчас, по-моему, такое поколение ремастеров. Типа Alan Wake, знаешь. Там он, блядь, срался, я не знаю. Мне понравилась первая часть Alan Wake тем, что он сделан как сериал прям. Но, в принципе, эта игра не просила ремастера, потому что она и так выходила на компе. Она не такая уж и старая, как бы, чтобы сделать из нее ремастер. Иногда делают просто ремастеры, знаешь, игр, которые вот вышли, блин, ну не знаю. Хорошо, что не 2 недели назад, знаешь. Ох, ебать. Люто. А в другие части Alan Wake я не играл. А так она, ну, я не знаю. Она прикольно сделана, короче, вот я говорю то, что этот, как он, она сделана то, что там каждый уровень, ну там, каждая глава там показывается, что у тебя было в предыдущей серии, там, туда-сюда. Это прикольно. Но так она, ну, слегонца скучновато. Светишь фонарем и стреляешь с пистолета, вот и весь прикол. Короче, особо, знаешь, не горю ее пройти как. Но потом, может быть, как-нибудь. От нехер делать. Может быть, знаешь, выйдет какая-нибудь очень крутая вторая часть. И до кучи можно пройти обе, знаешь. Вот я так скажу. Так, что-то я это... Не часто использую суперудар. А этого надо делать. Каждый левел они отдельную музяку написали. Молодцы какие. Да что, блядь, я не вижу, что там происходит. Я уже входу 2 жизни просрал. Почти. Если мне сейчас пиццу не дадут, будет плохо. Блять. Уходил от гранаты и меня этот забодал. Gotta get off this ride.
купишь одного, второй хватает. I gotta focus. Немного сложность набирает оборот. Не шибко, но набирает. Metalhead. Это у нас типа Рафаэль, типа металлический или что? Были же какие-то, по-моему, черепашек серии, там где Рафаэль как-то в какого-то мудака превращался. Ну, он типа злым становился. Вообще, по комиксам, насколько я знаю, каноничные черепахи-ниндзя, они же довольно-таки нуарные. Так, это вообще нет смысла пока мудохать. Они нуарные, они как бы даже, по-моему, какой-то толикой жестокости даже поставлялись в виде комиксов. Да все, он сейчас да. Долбанет. Отойдем, мало ли. System crash. Looks like another victory for the forces of good. Но пока боссы занимают ну максимум 2 жизни. Ноги. Ну, то есть мы сейчас, короче говоря, потихонечку соберем костюм для Крэнка. Каноничный вообще с кишками и сексом адовым. Я не исключаю. Я бы хотел бы комиксы хотя бы полистать такие. Ну вот именно, для черепахи крутые. Ну, не все же, да? Ну, для детей. Динозавр Стэмплд. Ну, короче, это понятно. Трикератопс. Я помню, тоже в каких-то был уровнях, частях. Go-Go Power Rangers. Так, прыгать будешь? Не будет. Ай-яй. Я, бля, задолбалась болеть. Надо просто взять и заболеть, умудриться летом. С нашей погодой неудивительно. У нас который день 5 градусов и дождь херачит просто без остановки. Не такой долгий замах. Они куда-то там улетают наверх. Пришельцы, что ли? Экстра хп-поинт. Что бы это имелось в виду? Валим. О. Еще какой-то супер удар долбанул. Ну вы даете. Давай подальше. Оп. Все, оба пизделились. Хорошо. А вот пиццуры бы не помешало. Сейчас вот ломануться. 2, 3 будет? Не будет. VHS. Я что-то подумал, когда последний раз я VHS кассету в руках держу. Сколько лет кануло в лету.
Ладно, надо больше пространств. Короче, они разрабы отошли от клана Food. И теперь его решили миксануть трицератопсами. Ачивка 10 трицератопсов уничтожена что-то там какой-то атакой. Хорошо. Бам. Бам. Ну, вовремя вообще. А он ее не берет. Теперь бы она пригодится. Вот эти чуваки много забирают хпшечки. ВХС и кассеты и диски уже давно тоже не видел. У меня тут дома, я тут недавно увидел, пару дисков даже есть. Причем как-то вот просто тут ящик, до которого давно руки не доходили, открыл, решил перебрать, мусор всякие повыкидывать. Нашел диск с 7-й виндой и этим, как его, сборник клипов, что-то там, каких-то фоток, картинок. Раньше же, если что жесткий не таскает и у тебя CD-ROM пишущий, то, естественно, ты будешь записывать на компакт-диск. Трицератопса подзаглючило немножко. Воспользуемся его беспомощностью. Crystal Shared Phone. Так, ну вот эти ребята, конечно, такое. Ай-яй-яй. Давай-ка вот так мы вас. И вот так вот еще. Позаебали у меня. Back at you, creeps. Аудиокассеты, которые у меня были, я, наверное, выкинул уже лет 20, наверное, назад. Может, 15. Это кто такой? Даск. Кто бы это мог быть? Какой-то эльф. О, знакомая телега. Туртель Пауэр. Там их всех про отцам отправим. С такой-то Туртель Пауэр ревью. Да? Этот эльф назывался вроде Нейтрино. Были в серии мультфильмов «Измерение X». Я не смотрел такой мульт. Что за «Измерение X»? Капитан Зоракс. О-хо-хо. А клешня у него как у Росомахи. Херня, пизды получит. Просто вот два ему суперудара въебываешь, у него полздоровья нет уже. Тут несложные боссы. Уровни сложнее проходятся, чем боссы, походу. Ну, по крайней мере, пока. Так, как-то так. Колобунга! Снова в канализацию? Потом в парк пойдем. Вот он, наконец-то, Скарлетт. Секрет лаборатории. Вот он, этот, как его, Стокман, или как там, Крэг же измерений
Крэнк же из измерения X, все эти мульты, откуда эта рисовка, ты кого? Я не припомню просто. Просто помимо черепах, Крэнка и Шреддера я не припомню, ну и там вот этих вот боссов, знаешь, тогда-сюда, вот я не припомню вот каких-то положительных персонажей из измерений, других там. Какие-то комиксы были, но я, по-моему, парочку только читал как раз вот. Там, когда черепахи что-то в измерение вот это X попадали на какую-то там арену, там что-то дрались с кем-то. Херня, эта рисовка-то знакомая, это понятное дело. Gotta stop it. Hi-ya! Можно это разбить? Нет. Hi-ya! У меня просто была кассета на 3 часа с черепахами, еще пару кассет по 3 серии. Я осведомлен. Я помню, вот черепах по телеку показывали. И то какое-то непродолжительное время. Книжки, я помню, были по черепахам. А кассеты брали, по-моему, в прокатах. Но не часто, потому что не всегда было. Не помню, у пацанов много было или нет кассет по черепахам. По-моему, не очень. Человека-паука зырили. 4 видеокассеты было. 3 по 3 часа. И 4-я там коротенькая, часа на 1,5. Но Человек-паук 94-го года, крутой мульт. А, я улетел. Бля. Вы мне пиццу-то не хотите дать? Ай! Под нос ему прям прыгнул. Блять, второй. Туда же, в затылок. Попадос, если сейчас пиццы не будет. Понятно, пиццы не... Ай, блядь, ну серьезно, вот она в углу экрана, твою мать. Я сначала подох, а потом заметил ее. Вот уроды. Так, что-то... Мегаактивность какая-то на экране. Так не дает. А, как раз ни хрена они меня снесли. Слушай, ну не зря она тут валяется. Давай. Ай, блядь. Я думал, это декорация. Замудок. Так, а вот я туда не пойду. Видите, чуваки, ко мне. Они там сами с собой развлекаются.
бочку бы, наверное, да, не задеть. Новые какие-то роботы появились. Башку надо добивать. А то встает. Баста. Как бы клево, я сейчас мог сразу замудохать толпу. А суперудар на всю площадь не распространяется, что ли? Печалька. Ку-ку, мой мальчик. Блядь, ты серьезно? Я только встал. И чё, как быть? Да, блядь, вообще на сантиметр не двинуться. Пошли в очко. Ништяк. Это вовремя пинцура пролетела. Как же их? Вот так, да? Мухи теперь желтые. Там даже сейчас этот стопман будет. Поэтому тут роботов так до хрена. Давай. О, всю толпу подразмотал чуть-чуть. Еще. Ну куда-то идем. А босса все нет. Но теперь продолжительность уровня чуть-чуть подольше. Это я тут заметил, то, что с 5 минут уровень начинается до 10 минут. Прыгай ко мне. Ах ты сучара. Ну давай так. Пойдет. А вот давай мы так сделаем. Давай сейчас мы туда Turtle Power сделаем. Да, бля, дайте подойти к вам. Вот, суки. Бля, ну это попадосный момент, конечно. Они, блядь, все в середине, все прыгают и тебя дамажат. Еще и по бокам тебе просто ограничили ход. Блядь. Я больше от лазеров, наверное, пиздов получаю. Это был сложный момент. Я же 2 жизни, по-моему, да, на нем сучу. И вот туда. Отвали. Бля, я мелкого не заметил, он мне в руку вцепился. Что там? Экстра какая-то сила. Что-то где-то вылезает. Ну, давай что. Еще минут жиза. Печалька. Прям в жопу мне стрельнул. За твою мать. Какие-то бесконечные чуваки. Ну? Они всегда в тебя попадают. Не хочешь немножко сдохнуть? Птица бы не повредила. Вот он. О, и босс как раз. Могу не затащить. У меня одна жизнь. Бакстер Стокман. Отлично.
Надо на тень смотреть. Не поймать его. Бля, это очень печально. Вызывает озабоченность. С первого лазера я бля, не шмаляет. Рандомно, походу. Блять, этого мудака сложно поймать, серьезно. Ну, половинку я у него, ну, поменьше половины. Высоту не понимаешь, где он висит. Так, окей. Серьезно, обратно? Тебя эти уроды станет. И ты не можешь себе удар нормально набить из-за роботов. Вот максимум 1-2 удара ты ему наносишь. Конкретно не приложится. О, так, давай, сейчас он летать начнет. Вообще ему ничего не прилетело. А почему? Непонятное пизание. Вообще по одному удару. Такое себе ему сносить. Мне придется переигрывать. Весь левел. Не поймать его. О, вот это прилетело. Ну и все, я покойник. У меня же нулевой жизни нету, правильно? Все. Давай, еще раз. Сложный босс. Его не поймать. Может, я уже подустал, не знаю. Какой интересный уровень вообще в игре. На него бы желательно парочку жизней. Ай, отпусти. Больно он прыткий, чувачок. Текстуры явно пока на меня работают, походу. Все мешается
перед глазами. Повнимательнее, надо пиццу искать. Так. Тот с первого раза умер, а этому еще раз добавилось. Понадобилось. Вот я тут много жизни, да, влил? А нет, не тут. Хотя тут тоже. I'll finish you off myself. I gotta focus. Сейчас жуков перехерачить, чтобы не мешались. Knock it off. Грызут, грызут. Надо за хп следить. Очень четенько. I gotta focus. Все, пиццу берем. Оп. Turtle Power. Готов. Так, я поверх ушел, я помню. Ждем прям этих. Ай-яй. Вниз ни шагу. О, попался. Давай, ко мне сюда, прыгай. Давай, давай, давай. Еще. Дайте сами сдохнут. Клинические идиоты. Они никогда, в принципе, сообразительностью-то не отличались. Так. Давай-ка мы его, да, вот так вот сделаем. Вот нормально вообще, прилетело всем. Дальше с лазером была проблема. Зарубили. Эх. Что ты сдохнешь, нет? Бля. Пол хп сбрили, надо бы пиццу мне. Бля, вот это, конечно, подстава. Как этот момент проходить? Да я понимаю, что голову, а делать-то чего? Они вообще ничего не дают сделать. Must have zoned out. Ready for a little workout, guys? No share. Странная дичь, конечно. Ладно, если что, максимально похилить на этих чуваках. Ну, штука это странная. Почему тут со льдом вот эти, как быть, я не знаю. I gotta focus. Hi-ya! Hi-ya! Так, чтобы главное экран не скроллился. Так, давай мы тут тоже всех перебьем пока. Если экран передвинется, я без пиццы. А, я уже собрал ее. Ну и ладно. Katana slash! Turtle Power. Ёк-макарёк. Ну. Жучки. Жучки странные. Да, вот тут беда. Тут прям надо напихивать сразу же. Пошли нахер от меня. Но надо в центре держаться. Это очень неудобно, но придется. Наваливают и наваливают. И наваливают они. Все?
кончились. Ждем. А после Стокмана у нас ничего такого не будет. Наверное, надо было все-таки на белых этих чуваках использовать суперудар. Ну ладно. И секундный, который бесконечный. Так, давай вниз. Гоу. Противные черти. Так, твою мать. Ну что это так много-то? Я опять жизнь просрал. Все. Вот сейчас бы пицца не мешала вообще. Вот она. Теперь есть все шансы этого урода пройти. Ага. Давай, давай. Не успел. Да твою мать, что ты бьешь на 2 раза? В одно и то же лупит. Все не достает. Блять, я не успел. Я не могу за ними всеми следить. Во-во-во, давай вниз ко мне. Бля, вообще не тут летает. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо хоть суперудар на нем заюзать, что ли. Да, я не знаю, куда попал. Плохо. Я уроком мелкими ударами могу мочить. Это, блин, это отстой вообще. Вот что это такое? Попадаю я. Ни хрена не попадаю. Ну-ка. Мелкие ублюдки, как вы бесите, а? Короче, надо их лупцевать. Иначе ничего с этим бастером не сделать. Таковым. Херачит и херачит, как заведенная. Я его пройду сейчас. Плохо то, что я его только такими ударами могу бить. Вот вообще никак мне его не достать. То есть фактически я могу его бить только суперударом. А набивать его надо только с помощью вот этих друзей его. Механических.
Ну еще когда он стреляет. Давай, ты уже почти покойник. Не вовремя. I gotta focus. Вот один-два раза ему прыгнуть в голову хорошо. Плохо, что на нем мечи бесполезны. Черепашки штучки ваши не работают. Давай, выходи. Покойник. Наконец-то. Ой, мудак, какой он был. Looks like another victory for the forces of good. В 12 минут мы с ним удохались. Непростой мужичок. Технодромчик. Seen better days. Но обычно технодром показывают уже ближе к концу как-то. А вдруг? О, понятно. Это явно не конец. Далеко не конец. Технодром Редукс. Исход технодрома. Кстати, у нас оранжевые чуваки появились теперь со взрывчаткой. Таких не было еще. А вот этих вот ребят я помню. Не помню откуда, но они где-то их видел. То же самое, в принципе, так же действует, как трицератопсы. Так выглядит по-другому. Воу. Ой, что эту штуку можно лупить? А зачем? Ну да, действительно. Что такое живучий-то? Think of trying to steal my story. Кто такие? Другого цвета. Один под землю ушел, а второй что-то живой остался. Ладно, иногда правда вот. Лупишь одновременно одних и тех же боссов, двоих, которые стоят рядом. Один подыхает, второму надо еще добивания какие-то. Эй, ты чё? Такое, когда ты просто берешь чувака, зажимаешь в углу и все, и он никуда деться не может, потому что ему экран мешает. Но часто на Денди там в битэмапах встречалась такая фишка, то что враги где-то за кадром. И ты их начинаешь там где-то за кадром лупить, и они тебе бывает там подачу другую сунут. А куда, чё, где они? Хрен его знает. А то видишь, они никуда не уходят.
Не всегда в твоем поле зрения. Это радует. Под присмотром, скажем так. Так, давай мы вот эту шапку сначала завалим. Вот, и все, и он деться никуда не может. А на дембе эти какого мобы улетали туда куда-то. Не могли тебя бить запросто. Особенно когда ты спиной к экрану стоишь и кого-нибудь бьешь, а тот тебя из другой половины лупит. Да, ты чё ты? Сразу на 2 подачи. Давайте по... Многовато у вас что-то тут. Слушай, вот эти вот черные, короче, жесткие чуваки. А твою мать. У меня 5 жизней, откуда? Что я такого сделал? Может сейчас вы типа за положняк 5 жизней на левел? Или мне какие-нибудь экстра бонусы напихали? Бесявые вот эти мобы. Прям вот очень бесят они. Черепаха куда-то свалила. Навалив я подожду, пока жизни не буду брать. Пицца дело хорошее. Но я сейчас могу тут отъехать просто. Главное за ХП следить. Твою мать. Они туда начинают. И лупят очень больно. Но, как говорится, нет ничего невозможного. Эй! Здесь мы никуда раньше времени не приедем. Я бы хотел еще пиццу сожрать. Но... Так, все, надо брать. Пицца тайм. И отлично все прямо в тюдельку к боссу. Генерал Трак. Генерал что-то там какой-то армии. Ты чё корабль ломаешь, ты? Так, ну он на земле стоит, поэтому это лучше, чем Бакстер Стокман. А мобы, которые возле него бьются, помогают его набить суперудар. Да хер ты меня поймаешь, чувак. Ну разве что вот так чуть-чуть. Ну давай, вот так вот и добивание. Хорош. Ну, все. Потому что он на земле стоит. Его подпрыгивать не надо. Бакстера, наверное, тоже надо было так же мочить. Просто вот не париться. Походу это был подбосс такой. Бакстера, наверное, также не париться. Надо было мелочь сначала разматывать. Потому что он где ничего сделать не может. Бить его, добивать его суперударами. Как всегда, хорошая мысля приходит опосля. Под лазер бы его, да? Давай. Оп. А тот не сдох. Ах ты падла, но он же не на моем уровне стоял даже. Блять. Очень бесявые черты. Сложность игры явно увеличилась. Нелинейная она. Уже местами становится довольно-таки непросто.
Блин, там обрыв. Давайте вот так мы сделаем. I gotta focus. Блин. Ладно. Turtles to the rescue! Ах ты, сука, я от одного ушел, чтобы от второго получить. Давай, прыгай ко мне. Ты же хотел. Давай, 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 давай. Наконец-то он сообразил. Все, подал. Чего? Я куда-то по диагонали улетел. It's Richard! Moves here! Hi-ya! Как вы достали с этими роботами, а? Ну вот они очень бесявые, ну правда, они тебя, блядь, везде достают просто. Что за хрень меня зажала? Блядь, только жизнь не потерял. Меня робот зажал, ничего там не делал, второй постреливал себе, блядь, надо же вообще отсюда отойти. Сраный угол какой-то. Серьезно? Мудацкие роботы. Самые, наверное, достойные мобы в игре. Давай, давай, давай. Туртель Пауэр. Нормально. Бля, он прям до конца экрана бежит, слушай, за тобой. Ну давай, так вот. Пиццура бы не мешала, кстати. Последняя недавно, да, была? Шреддер, ты ли это? Да не, это не он. Это его клон. Intruder alert. Хром, что-то дом. Почему у него нет? У меня почему-то здоровье не упало. Что происходит? Ага. Главное под удар руки не двинуть. А как мне его мочить? Только не говорите, что врагов надо кидать. Как Батлтопсе первым. А, я сам себя подорвал. Такое себе. Как мне его убивать? Прикажете. Почему он не подыхает? Тут вулкан кидать? Но если бы я знал, как это делается, до этого все это случайно происходило. Нет? Я не знаю, как это работает. Вот, у него удары пошли. А теперь нет, да? Ну хорошо. Я хотя бы пробил оборону, так сказать. Он появится, я супер удар даю, да. Вы кончитесь, нет, блядь. Давай, вылезай уже. Может быть, надо бочки именно взрывать. Когда он появляется? Ну точно. Как я ему сшибаю просто. Я его замочу.
Слишком много мобов у этого босса, и он сам себя подставляет под удары. Я набиваю себе супер удар, и он дохнет. Главное дышать просто вовремя от кулаков. Короче, вот в чем фишка его. Бочку взрывать надо. Я рано это сделал. Ну ладно. Надо было суперудар себе набить мобами. И как снести ему нахрен пол здоровья. Жрать мобы обычные. Ну просто фиолетовая петушня разная несется. Ай-яй-яй. Так, ну мне вполне, да? Сука, дай подойти-то. Последний удар, готово. На петушечке опять его затащил. Вот на петушечке. Мне 2 удара оставалось. Пошел нахрен. Пидорас. Пидорасина. Кавабунга. Хорош. Только левелов-то в игре. Так-то херачить по кнопкам подустаешь, что со временем. 14 левел. Пан-камера какая-то. Fine players. Volcanic Asteroid. The Lost Archemins. Определенное количество уровней тебе подкидывают по катушечке на серфе. О, Battletoads, чем тебе, да? Ну, ебанутый, что ли? Неплохо. Пол игры, наверное, уже прошел. Я не знаю. 14 левелов. Ты можешь, если загугли сколько? Это 14 левел. Загугли сколько? Есть что? Осталось. Вот именно номерных уровней. Я просто о том, что успею за стрим пройти или нет. Было бы прям. Пицца? Мне не надо эту пиццу. Что такое? Подозрительный цветок. Я обучение не проходил, я не знаю. Какие, как тут что, короче, какие удары конкретно надо, какие кнопки прожимать для определенных ударов. Все как-то само. Вообще такие уровни в черепахах были. Да, тут много каких уровней. О, это новый моб. Много какие уровни были в черепахах. Но в измерениях X ни одного не помню. Эй. Как его заебенить-то? А вот так давай. Он меня грызет. Давай мочи. Я с удовольствием. Нихера их. Вы чё? Это отсылка на Чужого, я так понимаю. Только они из пиццы состоят какие-то. В сюжетном режиме и аркадном 16 эпизодов. А это мне типа что, 2 эпизода осталось? Да ну на. Наверное, последний просто хоть пройдешь. Хотя там я видел технодром.
неподалеку. Из пиццы вылупились микроволновки из яиц из измерения X. Как-то многоэтажно завернул. А, блять. Чужиков не поймать прям. О, свежее мясо. Хоть на людей посмотреть. Бля, ну они сложные, вот эти чужики. Главное поймать. А там ему пизда. Пиццы убийцы серия назвала, где пиццы первый раз появились. А, я не смотрел. Я не помню просто. Может, ты смотрел. Ты прям, короче, это какой эксперт черепаший, да? Вот это было здесь, это было в этих сериях. Я вот не помню ни хрена вообще. А мне так большинство серий про черепашек, они плюс-минус были одинаковые. Насколько, по крайней мере, мой мозг запомнил. Может быть, там, конечно, было лютое какое-то разнообразие. Контент. Да твою мать. Не, вы, ребята, задолбали. Что вспомнилось. Кстати, вот и потом уже, когда с появлением интернетов ваших и так далее, я вот черепашек никогда не пересматривал. Только Паука пытался пересматривать, а черепашек что-то не очень. Не знаю почему. Так как-то, блин, посмотрел несколько серий и не стал больше. Не знаю. Не зашло, может. Хотя мульт-то топовый был, и рисовка хорошая. Ну, давай. Паук говно. Почему? Обоснуй, блядь. Паук 94-го это был крутой мульт. Там же всех к тому же напихали, там всяких этих, и сорви башка там был. И Люди Икс. Но это уже там потом уже, когда он... Ну а то, что на кассетах VHS-овских было, это ж крутой мульт был. Всякие неогенные кошмары, там Мёрбиус и так далее. Блейда там показывали. Мне вот Люди Икс не нравились, кстати. Как отдельный мультсериал, Люди Икс мне не нравились. Да, блять. Ну, подойдешь, сука, стоит, гранатами швыряет, стоит в этой херне своей лавовой. Ничего делать не хочет. Он на каменный, ему-то похер. Я просто не смотрел, что видел не Айд. А тут черепахи, мыши, рокеры из космоса. Мыши, рокеры с Марса. Трансформаторы и так далее. Что за трансформаторы, хер знает. Но вообще, если посмотреть, вот там первые, короче говоря, 2-3 сезона Паука, вот они крутые были. Типа более, как бы сказать, сюжетно полноценные, чем черепахи, знаешь. Ах ты, сука, прям с ноги мне в нос долбанул. Так, ну-ка давай. Черепашки, мать его, блядь, сила. Кавабанга, ёпа мать. Вот, Зак Фаунд опять. Опять эти черти. А можно, когда вот эту штуку надо сначала захерачить? Вот они мне крови могут много попить. Я помню, такие штуки на Дэнди вылезали. Исура, давай, наверное, поэкономим пока. А то сейчас могут конкретно отмудохать. Хорошо, хоть они не стреляют в разные стороны. Ну, то, что вот из земли появляется. Ну.
Так, до свидульки. Так, ну пока экран не заскроллился, давай. Босс? Да. Слэш. Пародия на Леонардо. Хуйня сейчас отъедет, как и все. Я уже половину у него сбрил. History. Короче, пока из боссов самый сложный это Бастер Стокман. Вот я ему, бля, один раз просрал. А ну еще какому-то боссу там в самом начале я проиграл. Но я потом исправился. Бля. Его на мужика просто можно херачить. Хули вы мне сделаете, я в свитере. До свидания. Трансформеры, да, я помню, кстати, трансформеры. Кстати, самый вот из названных мультсериалов трансформеры самый древний получается. Трансформеры что-то 87-го, по-моему, или 83-го, как-то так. Так, ну что, сейчас типа должен быть технодром, вся херня. Крэнка, всякое очко там. Outworld Strangers. Ау. Да, да, Крэнк. Руки маленькие подзаебались, конечно, уже долбить по кнопочкам. Я тут, конечно, какие-то лютые комбо не наношу. Но все равно похуять 2,5 часа. 3 часа ровно. Просто без остановки. Мобы уже, кстати, повторяются. Пока что. Ай, блядь, и второй западло прилетел. Вот ты смотри, какая сука, а. Не то. Решил схитрить немножко. -1. Со вторым попроще будет. Когда они вдвоем, они тебя лупят со всех сторон. Back at you, creeps. Да, пока мобы повторяются. Просто их миксуют. Наверное, так банально за Леонардо доиграть. Пудов кто-нибудь там брал Рафаэля для челленджа какого-нибудь. Так подорвали сами себя. Ну, как всегда, Леонардо самый балансный персонаж. Gotta get off this ride. Так, давайте-ка вы, ребята, это того самого. Цуру-то да, кто? Спасибо, ёп. Бля, вот эти мобы тоже мудацкие. Вот из самых мудацких мобов эти самые мудацкие. Че стоим, кого ждем? А эти хуяк съебали сразу, да? Они на расстоянии держатся всегда и дерут тебя в очко просто. Они потому что постоянно попадают. Но так как ты поднимаешься сейчас... А, я спускаюсь вниз, как бы. Фишка этих мобов теряется. Они потому что по-другому действуют. Давай. Уёбок, блядь. Иди сюда. Ну вот я прямо замечаю, что каждый уровень, ну, не считая босс-файта, каждый уровень прописан на музяка. Она не напряженная.
Молодчики. Игра охуенная, я вам точно. На! Я понял. Да не надо идти. Нажулька такая здоровенная. Давай вот так. Черные опасны. Бля. Херовый микс, когда черные с белыми. Вот херовенький микс, ребята. Нормас. Кто не любит драть в очко? Кланфуд любит драть в очко. Я скажу, кто любит. Кланфуд любит драть в очко вот этими мобами. Которые роботы. Мелкие. Пиздюки. И остальные, ну, плюс-минус, безобидные. Я вот еще какие-то предметы собираю, я не знаю зачем вообще они, для чего. Гоу, говорят. Фрэнк, старина, ты куда? Они сейчас в этом уровне всех мобов соберут. Бля, как меня пиздюлили просто. Трицератопсы эти. Эти каменные мобы из личной армии Крэнка из измерения X. Он их через портал приводил. Но я что-то приблизительно вот помню. Кстати, вот этих не было давно. Я что-то приблизительно их помню. Где-то я их видел, а вот не помню, в игре или и в игре, и в фильме. Ну, в смысле, мультике. Кстати, вот эти черепахи, в принципе, неплохой фильмак, которые выходили. С этой Меган Фокс. Вполне себе ничего, смотрибельное кинцо. Попкорного от Майкла Бэя, как обычно. Вот один, сука, стоит и сбоку стреляет, постреливает он. Бля, мудацкие мобы. Вот похуй вообще на весь кланфуд. Вот просто. Ой, бля. Вот просто похер. И... О, попался. Во-во-во, только одного зацепил, второго тоже. Они сами напиздюля летят. Бам-бам-бам. А, вот это я просрал немножко. Так, давай, наверное, да, трицератопсов, они стреляются. Бля, тут все стреляются. Давай, давай, давай. И... Да, вот я прям возле входа. Обожаю возле входа мудохать этих уродов. Какой-то челлендж постоянно просираю, разный. Вот сначала какие-то челленджи получал, сейчас проебываю только. Ну, ребят, давайте, смелее. Ага. Пока он находится наверху. Нихуя он мне не сделает. Вообще так вот тут глупому вообще сдохли они сейчас. Ну просто вообще с копыт. О, давайте в группке. Бам-бам-бам. Черный. Черных надо пошустрее разматывать. Они невкусные. О, полетели. Вот это шикардос. Вот это замес. Вот это люто. Это мне нра. Все, еще кто-нибудь будет нападать? Как раз пицца тайм прямо перед Крэнком. Сейчас сначала надо посмотреть, как его мудохать, потом суперударами загасить. Понятно?
Вот просто вбриваю ему по-лютому. Ну, тоже он мне тут наваливает. Но вообще без проблем. 5 жизней на левел. Пока вполне. О, я помню эту атаку на Дэнди была. Сука. Ну и все, надо дождаться просто момента, пока он угомонится, и захуярить его в углу. Все, давай, наверное, просто подашим, да? Дэш, дэш, дэш. Тра-та-та, да хер он поймает меня. Что-то там прыгать, выделываться, ну смысл. Он и так отлетает запросто. Вот он у меня даже ни одной жизни не забрал. Вообще похую. Well, for my diversion, I have a surprise for you. Какой-то сюрприз, говорит, для тебя. I will show you how a true ninja. Шредер! Шредер! The world is Что, сразу Шредер? Ну вы даете. Под такой хип-хопчик. Это про пиццу там хип-хоп какой-то поет. Ага, он сложный. Он не дает к себе подойти. По чуть-чуть ему снимать. Как в фильме, в лучших фильмах Джона Ву. Мы с ним скрестнулись. Крестим наши ножи. О! Ничего не напоминает. Тоже из них кто? Вот, я вижу его. Вот он куда ушел? Иди сюда. Пался, сука. Как вам рыбчина? Тут вообще, в принципе, музыка такая из 90-х, 80-х, как бы не позже. Я его угадал. Я, кстати, не дышу вообще. Надо его, наебывать. Чик-чик. Реакция мангуста. Он нормально отлетает. Его замудить можно просто. Не тот. Так, давай нижнего попробуем. Кто-то из них. Кто-то из них. Все, последний удар ему остался. Если рефайтов не будет и не будет второй фазы, нет, ни один босс не имеет второй фазы. Из 15 левелов не было второй фазы. Было по 2 босса. А, вот теперь вторая фаза. Нахрена? Или нет? Здорово, Илюх. Да нет второй фазы. Я убил Шредера или надо добивать чем-то? Но это не конец игры. Еще будет один левел. Еще одно измерение. Ну, возвращаемся, я так понял, обратно в Манхэттен. Да. Так, давай, наверное, перекурчик. Отдохнем. Ой, наши пальчики устали, там туда-сюда разомнем. Глазки, жопку, пальчики. И будем проходить, я так понял, финальный раунд. Я подойду.
Так, давай. Final Battle. Times Square. Будем мочиться, походу, со статуей свободы. Та-та-да. Кранк обезумел. А он жирный. Так, я понял. Поворот. Надо юзать. Окей. А его так не убить, не побить, ничего с ним не сделать. Давай ждем. Заодно и суперудары поэкономим. Поднаберем. Все, у меня трешечка набралась. Видимо, челлендж просран то, что нельзя крэнка без этого, без использования суперудара, да, мочить. Да похер вообще. Не попал. Ой, я суперудар случайно использовал. Поближе, говорит, ко мне подойди и немножко наклонись. Вообще похую. И все. Продолжаем. Мега Шреддер. Он как в черепашках в фильме был. Весь, короче, весь в этой херне, в броне. Бля, он тут лютый. А мы дохать-то его как будем? Бля, я сдох, и у меня суперудара нет. Понятно, когда на колено садится, тогда бить. Я понял. Я понял. Да, бесполезняк вообще. Нихер к нему подходить. А ладно, переиграть придется. Так, на огонек-то не вставай. А, кошки есть, все нормально. Ау. Все, перегруз. Все, валим. На противоположную сторону надо уходить. Так. Напихиваем потихонечку. В этот угол заходишь, он вообще, короче, тебя практически не видит. Противоположный, нет. Задевает. Да херня, за раз, по-моему, пройти можно.
Просто так не знаешь, и поэтому пиздов получаешь чуть-чуть. Херня. А, я долго вставал. Твою мать, я не успел. Короче, этот угол, по-моему, самый оптимальный. Давай, 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 давай. Ну, понты осталось-то ему. Ну да, атаки изменились. Надо все статуи разбить. Давай. Оп. Оп, до свидули. Как перебор. Главное не жадничать. Ай. Он чаще психует, чаще перегружается. Сейчас его захерачу. На. Он не достает, можно даже не прикалываться. В этом углу самое то стоять. Активнее. Активнее атакует. Вот так вот. И сюда. И вот вниз. И все. Почти. Все. Нет, еще не все. У меня какая-то там понты какие-то остались. My revenge. Моя месть. Что-то там не удалось, это невозможно. Ну, короче, понятно. Да, однозначно тра-та-та. Ну, 16-й как-то эпизод, я не знаю, вообще пролетел просто быстро. Все, Нью-Йорк спасен там, туда-сюда. Все молодцы. Все празднуют. И дрючат толпой Эйприл О'Нил. Что сказать? Игра, ну... Вот это вот я вообще не понимаю. Панк-фрог. Кто это такие? Come on. Двойники их. Что сказать, игра крутая вообще. Мне она понравилась. А если играть в нее толпой, то, короче говоря, как кооперативный битэмап, она вообще немножко по-другому раскроется и будет еще лучше смотреться. Я бы вот хотел поюзать остальных. Кейси Джонса, Сплинтера. Но Эйприл, наверное, не хотел. Эйприл бы я хотел немножко по другому плану поюзать. Игра охеренная вообще. А на норме прошел вот за сколько? За 3 часа как бы. Коротенькая, ну а куда еще длиннее, ну на самом деле. Если бы там было бы 40 левелов, она бы задолбала, вот честно. А так ее ровно настолько, чтобы хорошо провести вечер, как бы, вот и все. Можно, конечно, себе сложность чуть-чуть повыше сделать, чтобы над боссами немножко попариться и все такое, но сами уровни чуть-чуть сложнее, чем боссы. Вот не намного, но посложнее. Боссы, в принципе, отлетают вообще с первой попытки на норме. Ничего в них сложного нету. Буквально на каждого босса оставить достаточно 2 жизни, и ты их тащишь как бы без проблем. Вот. Как бы и музяка классно сделана, и само по себе оформление крутое, как бы. Немножко добавили разрабы что-то нового, что-то своего, но не сильно задирали, знаешь, вот это вот там. Как намутили какой-то дичи просто в Battletoads, это вот вообще просто мусор получился. А тут все как мы запомнили из детства. Вот реально, вот в копейку вообще. Только лучше, только современней. Одно удовольствие, серьезно. Играет стоит своих денег, а если в коопе лобать, то вообще просто... Perfect. Вот вообще, она классная, мне понравилась, я доволен. Так что вот, как-то так.
очень все круто. Я думаю, вы также получили удовольствие хотя бы в просмотре. Вот могут же хотят. Согласен, абсолютно с тобой согласен. Могут, когда хотят. Тогда я не, может быть, я не знаю, смотря какая студия разрабатывает эту игру. Ну типа какая-то круто относится к классике, а какая-то делает мобильную дрочильню типа Battletoads. Я не знаю. Ну, по сравнению просто, вот я не знаю, особо сравнивать не с чем. В плане том, то, что, ну, не берем Street of Rage и не берем Double Dragon Neon. Вот если взять просто вот Battletoads и взять черепахи. Вот. На тот момент и та, и другая была на Денди, были крутые игры. Вот если их взять просто, что они сделали с Battletoads'ами и насколько охеренно они выпустили вот эту игру. Серьезно, вот я не знаю, не уверен, сколько она стоит там в Стиме сейчас. Игру все равно не купить, как бы ты ни крутил. Но если она стоит рублей до косаря, она свои бабки с лихвой отбивает, вот серьезно. Просто чтобы хотя бы поюзать других персонажей, в кооперативе полобать. Толпой, там, если я не ошибаюсь, если кооператив до 6 игроков, то вообще круто. Просто вот, когда вы всей толпой несетесь, я не знаю, на этот клан Food, там же, соответственно, и мобов больше становится. Ну вот, да, жалко, что лягушек испортили. Давай теперь Streets of Rage. Ну, посмотрим, может быть, как-нибудь я и запущу. Игр впереди еще до хрена. Вот у меня скачанная это как вот Starship Troopers, надо его глянуть. Хотя бы на один стрим. Тоже же классная игруха была раньше. Вот. Я уже не говорю то, что я еще не закончил с Кратосом. Не закончил с Зельдой. Там еще Зельды, по-моему, я не знаю. Стримов, наверное, 6. Да какой на 6? Пизжу. Стримов на 10 минимум. Зельда длинная. Вот. Ладно. Мы сейчас конкретно про черепах. Короче, она крутая. Всем советую. Такие дела. Ладно. Будем, ребят, закругляться. Вам спасибо за поддержку. Спасибо за просмотр. Отдельное спасибо за донаты. Играйте только в крутые игры. Вот типа черепах. Всем удачи. Пока.